Всем привет! Сегодня мы продолжаем нашу серию уроков о камерах, видео, анимации, секвенциях и все, что с ними связано. Будет у нас еще 2 урока. В этом мы рассмотрим все настройки секвенсора. Конкретно как двигать камеры, облеты делать, менять фокусное расстояние в анимациях. А в следующем видео мы рассмотрим, как это все собрать в каком-то редакторе типа Adobe Premiere. И еще мы рассмотрим с вами обязательно Movie Render Queue, что это такое, и зачем оно, и что мы можем с него получить. Погнали! Первым делом приглашаю всех на мой канал посмотреть мою анимацию. Вот эту. Мы рассмотрим все, что есть здесь, все нюансы. Вот, думаю, первым вопросом будет, как я сделал вот эту движущуюся тень, потому что этих вопросов много. Я прямо сейчас покажу первым делом это. Дальше мы посмотрим, как менять фокусное расстояние, как вот в этом моменте. Обязательно вот такие движения круговые. И также будут у нас облеты посложнее, типа вот этих двух. В общем, приступим. Значит, первым делом, что нам надо сделать, это создать себе папочку в папке Content, папочку Sequence, ну или фильм, назовите как хотите, где будут сохраняться все ваши секвенции. У меня есть папочка Sequence, у меня уже тут 6 штук есть, но я создам новую, чтобы не путаться, назову ее, допустим, Films, чтобы ее было легко увидеть. И здесь мы правой клавишей мыши, Animation и Level Sequence. Называете как вам удобнее. То есть, если у вас большая квартира или дом, и ваша анимация относится к какой-то комнате, можете начинать с названия комнаты, а потом 1, 2, 3, или там кухня, столешница, кухня, стол с цветами. В общем, так, чтобы вы потом ориентировались очень просто между ними. Я пока буду называть простыми 0.1. Все, создали. Нажимаем 2 раза. У вас появится отдельное окно. Вот такое. Я люблю его прикреплять вот сюда, чтобы использовать всю длину. Сейчас расскажу зачем. Это очень удобно. И секвенцию мы создали. Теперь туда нужно добавить камеру. Давайте первым примером у нас будет обычное простое движение камеры. И я бы хотел показать камерой, какие красивые у меня тут стежки. И, в общем, ножки хромированные мне нравятся. Мы берем синяя камера Actor. У меня много камер в сцене. Я так и назову ее Sofa Legs, чтобы было проще ее найти. Переключаюсь на камеру, перспектива, Sofa Legs, вот есть наша камера. И я думаю, нам тут нужно какой-то хороший объектив. В прошлом видео ссылочка справа вверху будет. Мы с вами разобрали все наши настройки, мы уже знаем. Я выбираю здесь объектив 50 мм. Выбираю ракурс. Вот мне нравится вот моя ножка. Смотрите, теперь по поводу... Так, давайте я сфокусируюсь на ножках. Вот, хорошо. Для видео есть специальный режим Cinematic Viewport. Мы его можем включить, но сбивается наша камера. Чтобы выставить здесь нашу камеру, ее сначала нужно добавить в наш секвенсор. Это делается здесь. У нас камера наша выделена. Вот она.
она у нас выделена. Если мы нажимаем вот здесь зеленую кнопочку Track, Actor to Sequencer, здесь в самом верху будет то, что у нас выделено вот здесь, ну, вообще в вашей сцене. И добавляем нашу камеру в секвенсор. Я сейчас немножко увеличу, чтобы вы увидели, что здесь появилось. Вот есть наша камера. И куча непонятных настроек. Начну с главного. Здесь выставляются кадры в секунду. То есть очень мягко и хорошо смотрится, если 60 кадров в секунду видео сделано. Ставим 60. Можно больше, но это не нужно просто. Двигаемся дальше. Это привязка. То есть если у нас вот тут конец видео, и мы будем двигать, оно будет прилепляться к этим линиям. Если я отключу, то я смогу свободно двигать, и оно не будет лепиться. Удобная штука. Это создание автоматических ключей, если вы что-нибудь подвигали. Я бы не включал, так как нечаянно можно где-то что-то нажать, и оно поставит keyframe. Я сейчас расскажу, что это, но просто я бы не включал эту настройку. Если вы очень не ориентируетесь пока в секвенсоре, я бы ее не включал. Следующая наша настройка. К этому мы вернемся буквально через пару секунд. И дальше это уже play, пауза. Тут можно поставить себе кнопочку, чтобы было удобнее. Они тут дублируются внизу. Здесь у нас опции отображения вот этого всего, что происходит в секвенсоре. В принципе, по стандарту достаточно здесь уже и так кнопок. Я бы больше здесь ничего не включал. Дальше Actions. Это можно сохранить конкретно секвенс наш. Его можно перекинуть в другой проект, сохранить, добавить в Blueprint. Ни разу реально за 3 года не пользовался пока. Эта кнопочка, это уже экспорт. То есть если вы настроили вашу анимацию, вам все нравится, нажимаете здесь, появится куча настроек, которые мы разберем на следующем нашем уроке, как экспортировать вообще видео или секвенции картинок в другие программы-редакторы. Камеру можно создать еще одну, но нам это не нужно. Можно выделенный, вот если вы, вот эта кнопочка лупа, если вы выделили ваш объект, который у вас в секвенсоре, и вам его нужно найти в контент-браузере, вы просто нажимаете, и оно находит в контент-браузере. Но у нас сейчас тут только камера, и она уже выделена. Если тут можно в секвенсор добавлять и объекты, которые будут двигаться, но нам пока это не нужно. Разберем анимации самих объектов, движущихся уже в следующих уроках. И просто сохранить то, что мы все сделали. По этих настройках это все. Из важных настроек, очень важных настроек, это кадры в секунду, рендер видео и сохранить. И зеленая кнопка Track, которая позволяет нам добавлять сюда больше объектов, камер. Ну и в принципе это все. Вот, теперь возвращаемся. Нет, еще нет, не возвращаемся. Давайте я вам покажу. Смотрите, стандартным по дефолту в Unreal все идет в кадрах в секунду. То есть вот наша анимация сейчас в себя включает 3600 кадров. И чтобы узнать, сколько это секунд, так как в одной секунде у нас 60 кадров, вам 3600 надо поделить на 60, и вы получите количество секунд, которое будет длиться ваш ролик. Если вы хотите видеть в секундах, здесь можно это переключить. Show time as seconds. Включили. Вот, и здесь FPS остались, а вот здесь уже не кадры, а вы видите секунды. И получается, что у нас вот эта наша секвенция растянулась аж на минуту. Ну, мы это сейчас уменьшим, но сейчас не важно. Вот, возвращаемся к вот этому нашему Cinematic Mode, который мы включили. И чтобы включить отображение нашей камеры, который мы уже установили сюда,
мы нажимаем на вот эту камеру. Lock viewport to camera cuts. Нажали. Все. После этого, пока вы не отожмете вот здесь камеру, вы не сможете двигать камеру. То есть камера сейчас во viewport не двигается. Все, появилась у нас наша камера, анимация. Нам все подходит. Единственное, я бы чуть-чуть фокус сменил. Где у нас Sofa Legs? Вот, я бы еще больше размыл. О, так будет красиво. И, как вы помните из прошлого урока, чтобы улучшить размытие, вводим команду temporal AA upsampling 0. Вот, все. Блики хорошие появились, мне нравится. Все, можно начинать. Допустим, нам... Я даже не знаю, в принципе, наперед. Я никогда не знаю, какая длина ролика мне нужна. Я всегда это делаю так. Нажимаю play. Нет, давайте мы добавим движение. Вот смотрите, я всегда работаю, практически всегда, с двумя вьюпортами. Опять включаем здесь Cinematic, камеру. И в режиме вверх эту камеру мы будем двигать. Вот так. И теперь. Сейчас мы уже начинаем. В общем, чтобы камеру двигать в секвенсоре, нам нужно ставить... Вот мы сейчас в 0 секунд. Это стартовая наша точка. Есть у нас вот наша камера. И здесь все, что мы можем менять во время анимации. Нам нужно поставить... Вот transform — это движение, это location, это... движение, локация, где находится камера, rotation — это все развороты камеры. Сейчас мы крутить камеру не будем, мы будем ее только двигать. То есть мы можем просто вот на transform нажимаем вот здесь add new key, добавляем ключик, поставили, все, в нуле поставился здесь ключ. Теперь мы берем, двигаем, я думаю, на секунд 5 будет достаточно. Вот 5 секунд. Вот здесь можно точно указать 5. На 5-й секунде мы хотим, чтобы наша камера оказалась... Ну, давайте... Ну, вот здесь она сюда поедет, мы потом обрежем. И все, мы подвигали камеру вручную в режиме топ. Опять ставим ключик. Все. Наша анимация теперь занимает 5 секунд. Я думаю, больше мы не будем делать. И вот мы возьмем вот этот красный, это конец нашей анимации, и мы его просто передвинем на 5-ю секунду. Обрежем нашу анимацию. И вот эта картинка, мы ее тоже берем и возвращаем к 5-й секунде. Все, теперь наша вся анимация занимает от начала до конца 5 секунд. Вот этот слайдер внизу, если его вот так вот уменьшить, он наши 5 секунд растягивает, чтобы удобнее было работать, потому что в эти 5 секунд вы можете включить еще какие-то дополнительные движения, и чтобы не пробовать попасть мышкой вот в такую маленькую область, вы можете себе ее растянуть вот так и теперь двигать здесь. В общем, теперь вот эта кнопочка To Front возвращает нас в первый кадр, и нажимаем Play. Наша камера двигается. Мне нравится. Только вот обратите внимание, что с нулевого кадра до 5-й секунды камера как бы плавно начинает, разгоняется до середины и потом плавно останавливается. Так, разогналась. И по чуть-чуть камера останавливается. Иногда это хорошо, но в большинстве случаев не очень между переходами в видео вашем. Если переходы под музыку какую-то вы попадаете в бит, оно хорошо работает, когда видео с одной скоростью идет, когда движение камеры с одной скоростью. А не вот летит камера
с одной скоростью, потом замедляется, потом опять разгоняется в следующий кадр, оно смотрится не так хорошо. И вот здесь мы вернемся как раз к вот этой настройке. Вы берете мышкой, выделяете вот эти ваши два ключа. Можно зайти сюда и поставить linear, линейный. Они все, попробуйте себе, как они работают. Вот этот Cubic Auto, он плавно начинает, разгоняется и плавно заканчивается. А Linear, он линейный, он вот как начался, так и закончится. Ага, ну так оно не хочет. Мы выбрали, что все они стандартом, все они будут ставиться такие. Давайте мы все-таки оставим как было. А вот мы их выделяем, правой кнопкой нажимаем, и здесь мы выбираем Linear. Вот они стали треугольничками. И теперь давайте посмотрим, обратите внимание, как движется камера. Она сразу движется быстро и продолжает до самого конца с одинаковой скоростью двигаться. Мне так нравится больше, я люблю так работать. Вот, мы создали первую свою анимацию на 5 секунд с движением камеры. Вот. Хорошо. Давайте мы создадим теперь, поработаем еще с какими-то нашими значениями, которые мы можем менять. Их тут много. Возвращаемся в контент-браузер. Правая кнопка. Animation. Создаем Level Sequence 0.2. Открываем. Он открывается вместо того. Опять пустой. Вернемся в Default. Так. И я вам покажу, как менять. Давайте мы сделаем движение камеры со сменой фокусного расстояния. Или точки фокусировки, как вам больше нравится. Вытягиваем новую камеру. Я назову ее лампа. Lamp. Переключусь на Lamp. И опять мне нравится 50-ка. У нее хорошие глубина резкости. Вот. Я хочу создать вот такой вот кадр, где мой фокус будет перепрыгивать, будет легкое движение. Сейчас мы с вами создадим движение вот справа налево, будет двигаться камера. Слева направо, точнее, извиняюсь. И при этом фокус нашей камеры сместится с вот этой красивой лампы. Она вся такая, сейчас покажу, потертая, красивый материал. Мы его вам покажем. Вот. Первый кадр выставляем всегда как обычную камеру, как я вам показывал в прошлом видео. Это будет наш первый кадр, с которого будет начинаться наше видео. То есть мы, вот, я думаю, начнется наше видео, когда наша лампа будет справа. Кстати, вот в режиме Cinematic Viewport... О, блин. Извините. Давайте опять я добавлю нашу камеру Lamp и нажимаю, хоп, сюда. Вот. Появилась. А в режиме Cinematic Viewport здесь есть хорошая вот такая кнопка, где можно включить для композиции третьи, и можно так разбить, можно так разбить, в общем, можно центр. Удобно выставлять композицию. Вот мы выставили нашу лампу, в принципе, нормально. И можно начинать. И опять, как и в прошлый раз, выставляем 60 FPS для плавности. Пока стандартом создается в 1 минуту ваш ролик, но я думаю, 5 секунд это даже слишком. Я думаю, этот ролик будет у нас 3-4 секунды. И что мы делаем? Так как у нас размытия достаточно, вот, Current Aperture — это ваша светочувствительность камеры в данном кадре в данный момент. И так как мы его будем менять... мы его не будем менять, простите. Мы будем фокусное расстояние менять. Вот, наше фокусное расстояние сейчас, наша фокусировка на лампе. Вот, поэтому мы в нулевом кадре создаем ключик, так как мы потом
в движении будем менять, нам нужно всегда на нуле создать ключ. И у нас будет движение, поэтому мы здесь тоже создаем ключ. Вот, первый кадр готов. Дальше мы идем на... Ну хорошо, идем на 5-ю секунду. Давайте вот здесь идем на 5-ю секунду. И на 5-й секунде у нас... Где наша камера? Вот эта лампа. Нет, не это. Это. На 5-й секунде мы чуть-чуть сдвинем нашу камеру вот сюда. Все, с движением это все. Легкое такое очень движение. Ставим опять ключик на трансформ. Что это нам даст, если мы вернемся в нулевой кадр, нажмем play, наша камера легко двигается. Супер. Этого достаточно. Но опять-таки вы видели, что она плавно стартовала и плавно остановилась. Мне это не нравится. Я опять выделяю все наши, так как фокус... Все, кстати, кроме фокуса. Вот фокус будет у нас плавно переходить с лампы на диван, поэтому мы его не выделяем, оставим его так. И здесь мы выбираем Linear. Также вот эти горячая клавиша для смены, цифра 4 на клавиатуре. Вот я нажал 4, они переключились. И здесь вот эта красная цифра, это вот этот красный ползунок. Нам 5 секунд, поставим ее на 5 секунд. И это мы тоже перетянем на 5 секунд. Все, есть. Анимация есть, движение камеры. Вот, хорошо. Смотрите, сейчас, если мы в этом последнем на 5-й секунде сменим нашу фокусное расстояние, то получится не совсем так, как нам хочется. Давайте я выделю нашу камеру, возьму фокус, сфокусируюсь на диване. Только смотрите, я в самой камере сфокусировался, получил цифру 456, но здесь она не поменялась. То есть нам надо вот отсюда скопировать и вставить сюда. Тогда и когда мы нажмем Enter, автоматически создастся вот ключик. Можно и по-другому. Давайте я удалю. Фокус остался у нас как в первом кадре. И здесь мы можем сами его вот так двигать, но все равно лучше на камере включить наш фокус plane, чтобы видеть четко, куда мы попали. Ну, пусть будет вот 472. Мы, если двигаем здесь и отпускаем мышку, автоматически создается ключик. И смотрите, что у нас получилось. Я проиграю видео, а вы посмотрите. Я нажимаю play, камера двигается и слишком рано начинает размываться. Как бы я это изменил? Я бы хотел, чтобы только где-то в этом моменте камера быстро перескочила фокусом. И, кстати, это можно будет классно потом в редакторе под музыку этот перескок фокуса сделать. Оно всегда лучше смотрится. Мы делаем это так. Мы удаляем вот этот последний наш ключик, который мы создали. Все, у нас на всем протяжении нашего видео пока фокусное расстояние 144. Идем вот на эту 3-ю секунду, 3.65. И здесь создаем еще один ключик с тем же значением. То есть вот на этом отрезке от 0 до 3.65 у нас остается фокусное расстояние одинаковое. А потом быстро, вот 3.65 и быстро за доли секунды мы перескочим на... Сколько там? 480 пусть будет. 480. Хоп. Сменили фокус. И пошли на последний кадр. И, можно ставить, можно не ставить. Вот. И что получилось?
фокус на лампе, на лампе, на лампе, потом хоп, прыг, быстро, и уже вот на этом отрезке фокус полностью остается на диване. И давайте посмотрим, как оно у нас получилось в итоге. Движется камера. Хоп, под музыку сменился фокус. Вот так мне больше нравится. Вот, все. Второй кадр вашего видео готов. Тут мы посмотрели с вами и движение камеры, и смена фокуса. Так, и создаем следующий. Сходим, анимация, Level Sequence 0.3. Давайте мы немножко уже покрутим нашу камеру. Давайте мы выйдем отсюда. Будем крутить нашу камеру. Давайте покрутим ее вокруг стола. Есть у нас красивый стол большой. Вытаскиваем камеру, назовем ее Table. Переходим в наш Table. Камера, я думаю, тут надо будет пошире. Возьмем 30 миллиметров. Сделаем такое тоже движение, но уже с поворотом камеры. То есть, чтобы камера не просто поехала в сторону, а поехала и повернулась. Вот так. Не будем крутиться вокруг стола. Красивое отражение, красивый мраморный стол. Сделаем такое движение. Так, вот это будет наш... У нас акцент будет на столешнице, то есть кресло можно обрубать чуть-чуть. Вот это будет наш первый кадр. Заходим в наш третий пустой секвенс и добавляем нашу камеру Table. Опять здесь включаем Cinematic Viewport, нажимаем камеру, все, у нас есть наш первый кадр. Вот. Смотрите, так как нам сейчас уже фокусное расстояние, вот это все не очень не важно. Давайте мы сфокусируемся на столе, чтобы точно уже посмотрим фокус на середине стола. Хорошо. Все, это мы все не двигаем, это мы можем спрятать. Вот эти все настройки, чтобы они просто нам не мешали. Но развернуть наш трансформ, так как мы будем и двигать, и крутить нашу камеру. Опять, я думаю, 10 секунд видео нам будет предостаточно. Обрежем до 10 секунд. Вот наше видео. И первым делом мы в нуле жмем трансформ. Оно ставит сразу, если мы, смотрите, внутри трансформ есть движение, кручение, назовем это так, и масштаб тоже. Ну, к камере это не относится, но если какой-то объект, то его можно еще и масштабировать в видео. И если мы нажимаем, так как оно внутри трансформ, мы нажимаем ключик на трансформ, он ставит сразу на всех ключики. Можно этого не делать, но я так привык, просто как бы я тогда вижу, что я застолбил вот это положение камеры уже точно. Дальше. Давайте на серединке, на 5-й секунде наша камера. Где наша камера? Наверное, вот это она. Да. Давайте на 5-й секунде наша камера проедет вот сюда. И это у нас location. Мы сменили только... Мы не крутили. Мы ставим здесь точку. А в rotation, вот мы заходим и можем уже вот так вот двигать. Мы видим, что roll — это такой поворот. Ctrl-Z. Pitch. Pitch — это вверх-вниз. Тоже нам не то. Ctrl-Z, чтобы не сохранить. Потому что каждый раз, когда вы здесь меняете значение, создается ключик. Он нам сейчас не нужен. И нам нужно Yo. Это поворот влево-вправо. Вот мы центрируемся здесь на стол. Автоматически создалась точка. И теперь смотрите, что получается. Вот, хоп. Мы поехали камерой и покрутились. Но я бы чуть-чуть вот в этом моменте отъехал назад. Я беру нашу камеру, чуть-чуть ее отодвину вот сюда.
опять на всякий случай нажму на location, чтобы оно перезаписало вот эту точку. И у нас получится вот так. Мы будем кружиться вокруг стола. Есть. И теперь в последнем кадре, идем в наш последний кадр. Я думаю, наша камера чуть-чуть вправо и вниз поедет. И опять ставим на location наш ключик и крутим поворот. Создался ключик автоматически. Давайте посмотрим полностью нашу анимацию, что у нас получилось. Play. Плавненько. Но вы видите, что из-за точек чуть-чуть излом получился. Едем, хоп, переключились, опять поехали. Чтобы этого не было, мы выделяем первые точки, делаем их линейные, и последние точки делаем их линейные. А центр у нас будет мягкий. И то только поворот, движение тоже делаем линейные. Сейчас должно быть лучше. Жмем play и смотрим. Движение плавное и поворот себе. Мне тоже не очень хорошо. Не нравится, мне не нравится. Давайте мы поменяем на... Ну, хорошо, пусть будет так. Как бы можем это исправить. Я думаю, что проще всего это исправить. Вот здесь в окне топ мы видим, что наша траектория идет вот таким изломом. Чтобы этого излома не было, мы просто смотрим вот где-то здесь. Нам камеру просто нужно чуть-чуть выше поднять. И мы ставим здесь точку location. И также это самое сделаем посерединке вот этого отрезка. Мы ее чуть-чуть вот так подвинем назад. И здесь поставим точку. И если мы сейчас проиграем нашу анимацию, она уже намного плавнее идет. Да. Вот так уже нравится. Вот так оно работает. Опять мы здесь попробовали уже и движение, и верчение, кручение нашей камеры. К этому вы тоже можете добавить фокусировку на нос стола, и плавно по ходу видео ваш фокус переместится на конец стола. Играйтесь со всем, чем можете. Вот такой получился у нас третий наш секвенс. И очень часто меня спрашивают облеты по кругу, потому что вот такими точками облететь красивую круглую траекторию будет очень сложно. Где-то точно будет вылазить какие-то углы, как у нас только что был излом. И сейчас я покажу, как сделать правильный облет. Для этого опять заходим, создаем Animation, Level Sequence 0.4, заходим внутрь. Вот, летать будем, давайте мы, вот здесь у меня есть стульчики, будем вокруг стульчиков летать. Что нам для этого надо? Камера, я забыл ее назвать. Fly over. Облет. Пусть будет. Здесь тоже пошире. 30, я думаю. 30 или даже хорошо будет смотреться 12. Широкий объектив возьмем. Пока оставим камеру здесь. И еще нам понадобится такая штука, как риг. То есть облет будет осуществляться почти как в настоящем кино. Есть камера, а есть риг. Вот здесь слева во вкладке Cinematic есть камера Rig Rail. Мы вытаскиваем ее. Это такая платформа и рельсы с точками. Мы можем выделить точку и удлинить вот эти рельсы.
И вот здесь есть current position on rail. И вот эта платформа ездит по рельсах. И мы сейчас на эту платформу привяжем камеру, и наша камера будет кататься по этим рельсам. Как это сделать? Давайте мы сначала нарисуем этой платформой круг вокруг наших стульчиков, кресел. Вот начало, наверное, сделаем здесь. Потом сюда. Теперь вот, когда выделена вот эта последняя точка, с зажатым Alt на клавиатуре тянем дальше, создаем вторую точку. Опять Alt, тянем, создается третья точка. Думаю, 4 нам будет достаточно. Alt и четвертая точка. Мы сейчас красиво закрутим. Их тоже можно вращать. И теперь выделяем. И как в 3D Max у нас есть как безе вот эти усики. Выделяем и двигаем, чтобы наша вот эта рельса была плавной, красивой, без каких-то острых изгибов. Тогда камера плавно, хорошо будет ехать. Без всяких нюансов. Давайте я возьму еще начало. Тоже заверну его внутрь. Сюда. Возьму вот эту точку. И... Нет, не так. Совпали точки. Сейчас вот так. Ага, вот так разверну. Вот. Вот эту точку мне надо. И я еще вот так сделаю. Вот эту точку выделю. И вот так. Вот, получился такой себе почти плавный круг. Думаю, вот эту можно еще растянуть, чтобы плавнее. Вот здесь в окне топ можно посмотреть, насколько у нас. Я думаю, достаточно. Подкова получилась. Хорошо. Что теперь? Теперь я вижу, что немножко тесно будет нашей камере. Но ничего. Работаем уже с тем, что есть. Все, точки у нас мы взяли. Поехали вверх. Вытащим вот так чуть-чуть повыше. Возьмем нашу камеру. И давайте мы выберем ее. Fly over. Вот здесь у нас начало, и мы так приблизительно себе установим ее вот так. Это будет, так она будет смотреть. Все есть. И теперь вот наша камера. Ее не обязательно ставить на эту платформу. Это так образно. Вот наша камера, смотрите. Есть камера. И есть вот камера Rig. Rig Rail 4. Мы берем камеру и переносим на камеру Rig. Появляется галочка, отпускаем, все. Наша камера привязалась к нашему ригу. Как мы можем это проверить? Выделяем Rig. Теперь вот этот current position on rail, если мы будем его двигать, камера вот ездит вместе с ним, но пока что смотрит туда, куда смотрела, и постоянно смотрит. Она не привязана к платформе. И тут у нас есть несколько вариантов. Камера может быть конкретно привязана к платформе, и куда смотрит платформа, туда будет смотреть камера. Это у нас вот Lock Orientation on Rail. Вот это галочка. Нет, не эта галочка. Да. После этой галочки нужно просто развернуть опять камеру. Вот мы ее развернули. Давайте я включусь на камеру. Fly over. Вот. И я выделяю наш риг. И когда я
current position on rail увеличиваю, просто крутится вот наша камера на нашем рейле ездит. Но смотрит туда, конкретно, куда смотрит платформа. Иногда так хорошо, но я люблю больше контролировать. И, допустим, у нас важным объектом, давайте опять выделю камеру, вот этот пуфик. Мы хотим сосредоточиться на этом пуфике. Что мы делаем? Мы берем нашу камеру. И вот в прошлом уроке я показывал, что здесь есть такая как Look at Tracking Settings. И здесь есть Actor to Track. Мы берем пипетку. Клац. Вот, название у нас есть. Level Box 00032. Выделяем, смотрим. Box 00032. Хорошо. Все. Теперь у нас камера уже смотрит на вот этот пуфик и постоянно будет на него смотреть. Мы выделяем Rail, убираем вот эту галочку, включили Enable Look at Tracking. В самом трекинге мы выбрали пипеткой объект, на котором мы хотим сосредоточиться. Все, выделяем наш Rail, отключили галочку привязки камеры к вот этой платформе. И все, и теперь, когда мы... Давайте я включу камеру, и вы увидите, что камера конкретно сфокусировалась на... Хорошо, давайте проверим. Вот мы, допустим, мы создали вот эту анимацию облета нашей камеры, и тут у нас уже в секвенсере добавлен наш Rail. Видимо... Ну, смотрите, еще вот эти все манипуляции, что мы с вами только что делали, если вот здесь есть такие возле названий кнопочки, точечки, они создают как раз вот эти ключи. Добавили мы камеру нашу, и давайте коротенькое видео, скорость будет быстрая, 60 FPS, не забываем. Будет у нас видео 5 секунд. И смотрите. Так. Хоп. Смотрит наша камера на пуфик. Тут мы, кроме всех настроек камеры, которые мы анимировали в прошлых секвенсах, здесь мы будем работать с камерой Rig. Смотрите, у нее сейчас есть только для контроля трансформ. То есть весь вот этот наш риг круглый, рельсы, можно двигать во время анимации. Этого нам не надо. Нам нужно добавить вот сюда контроль Current Position on Rail. Это можно сделать здесь. Мы нажимаем вот на камера риг. Всегда мы добавляем новые объекты камеры, или вот этот рельсы мы добавляли через вот этот трек, оно в секвенсор добавляет новые объекты. Но если нам нужно добавить к существующему объекту просто контроль чего-то нового, мы конкретно на нем нажимаем трек. И вот здесь есть Current Position on Rail. Добавили. В общем, в нуле камеры у нас будет 0. В нулевой секунде, то есть в первой нашей секунде мы ставим 0, и в конце нашей анимации на 5-й секунде, так как у нас здесь Current Position on Rail идет от 0 до единицы, мы просто здесь в конце ставим единицу. Вот. И теперь получается, что при нажатии Play, да, все работает. Камера смотрит, только трясет ее почему-то, непонятно почему. Сейчас будем разбираться. Опять играем анимацию, смотрит. Поменьше уже трясет. Да, вот так. Видимо, не нравилось камере смотреть так близко. Вот. Ну. И опять начинает медленно, разгоняется и тормозит медленно. Это все потому, что вот этот Current Position on Rail
Делаем 4, линейный. И сейчас скорость будет как начинается, так и заканчивается быстро. Вот, это относительно облета. То есть тут вы уже используете как хотите. Можете фокусироваться конкретно на каком-то объекте. Можете привязываться к платформе. Можете вообще просто камеру, вот взять камеру, отключить трекинг и саму камеру, вот она у нас тут, где у нас вот Transform. Давайте мы ее сейчас, мы уже знаем, что pitch это вверх-вниз, и мы посмотрим вот туда, и наша камера будет смотреть в лес, вот туда в лес постоянно. Это будет ее точка, куда смотрит камера. А Rail в это время будет ехать. То есть можно даже... Вот видите, он себе поехал, а камера смотрит в одно место. Можно задать вот этими рельсами путь по дому, по квартире. И по пути анимировать камеру, что сначала камера смотрит в одну сторону, вы задаете ключики, потом камера чуть-чуть проехала, вы опять ключики задали, камера повернулась в другую сторону. Так получаются такие обходы из глаз, можно это так назвать. Я вначале пообещал показать, как создать вот эти движущиеся тени. Это очень-очень просто. Все, что вам нужно, это дерево, у которого есть анимация листьев. Вот как здесь они двигаются легонько. И незапеченное солнце. Я даже не знаю, где мое в сцене. Вот есть солнце. Оно просто должно у вас стоять в movable. И все. Оно откидывает тени. Если вам нужно запекать ваше солнце, ничего страшного. Вы запеките солнце, потом ставите вот это дерево в movable, делаете копию солнца вашего и его тоже ставите в movable. И получится вот так, как здесь. Или как в том видео, что я показывал в начале, у меня все запечено, солнце тоже запечено, но потом еще одно солнце откидывает вот эти красивые тени на пол. В общем, мы с вами рассмотрели основные движения камер, основные настройки секвенсов. Я думаю, что вот этого, что я вам показал, достаточно, но если вдруг вы увидели где-то крутой какой-то поворот камеры и не знаете, как с помощью вот этого, что я показал, его сделать, пишите, пожалуйста, в комментарии. Чем больше их будет, тем быстрее я сниму еще одно видео на тему, как создать какие-то анимации камеры особенных. Но я за простоту, у меня всегда простые движения. Вот я прошлый раз, когда готовился, создал вот такое движение со сменой фокуса, с расфокусировкой заднего плана. Вот номер 2. Просто. Даже слишком быстро камера двигается, надо ее медленнее сделать. Чем больше камера крутится, тем дешевее оно смотрится. Поэтому легкие движения. Вот здесь с кресел фокус меняется на лес. Здесь просто мне понравилось, как солнце играет, блики. Небольшое движение. Не надо летать со скоростью света по вашему интерьеру, чтобы заказчиков не стошнило. И всегда ищите какой-то классный кадр для финала или для старта вашего видео. Вот мне понравилось, что у меня тут лес целый на фоне. И вот тут красиво лучи светят. Вот таким можно или начать, или закончить ваше видео. В следующем видео мы рассмотрим, вот мы создали вот мои, мы смешаем с теми, что мы сегодня создали, где наш фильм. Вот эти наши анимации, которые мы сегодня сделали.
Мы их все смешаем в каком-то редакторе, наверное. Ну, я работаю в Adobe Premiere. На примере Adobe Premiere буду вам показывать. Также покажу, как прямо в самом Unreal это можно сделать. Можно создать, склеить вот эти все наши маленькие секвенсы в один большой фильм, и даже с музыкой. Это тоже покажу. И также мы затронем тему Movie Render Queue, что это такое и вообще зачем оно. Жду ваши вопросы, лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И увидимся через секунду в следующем видео.